Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы хотим посетить несколько очень живописных мест. Все эти места находятся в штате Новый Южный Уэльс, и они очень любимы всеми туристами. Поэтому мы хотим посмотреть их своими глазами и сделать классную съемку с дрона. Поэтому не будем терять времени, мы выезжаем, только заедем на заправку. Всем привет! Друзья, привет вам из солнечной Австралии. Сегодня мы приехали в очень живописное место. Это Голубые горы, которые находятся на запад от Сиднея. Дорога от нашего дома из Манавейл заняла у нас 2 часа, может немножко меньше, если дороги не загружены. И первое место, которое мы решили посетить, это смотровая площадка «Три сестры». Сейчас посмотрим, почему она имеет такое название. Но, как я смотрела в Википедии, называется эта смотровая площадка «Три сестры», потому что внизу, в каньоне, находятся 3 утеса, которые расположены очень близко друг к другу. Возможно, есть какая-то легенда еще про это место. Если она существует, мы обязательно вам ее расскажем. А сейчас мы идем как можно ближе на смотровую площадку. Еще попробуем поснимать вам вид с дрона. Сегодня у нас будний день, вторник, поэтому должно быть не так много людей. И будем надеяться, что у нас получится сделать очень красивую съемку и показать вам всю красоту этого места. Ребят, ну это просто фантастика. Не знаю, насколько сможет передать этот вид камера, но находясь здесь, это просто какое-то сказочное место, такое мощное, такая энергетика здесь. В одно время спокойствие и в то же время просто очаровывает природой. Людей сегодня не очень много, сегодня будний день, и, наверное, поэтому здесь сегодня нет много народа. Так, это мы просто подходим ко входу на смотровую площадку. Супер! У нас сегодня достаточно жарко, на улице примерно 30 градусов. Сейчас у нас еще утро, 10 утра, а солнышко уже припекает. И вот это вот эти 3 утеса, о которых я говорила, 3 сестры. И за ними просто вереница гор. На этой смотровой площадке можно увидеть и понять, почему Голубые горы имеют такое название. Потому что вся территория гор находится в легкой голубой дымке. Люди фотографируются, здесь можно сделать просто нереально крутые кадры, поэтому многие приезжают сюда, чтобы сделать классные фотки. Просто супер. Боже мой, посмотрите, как это красиво. Я надеюсь, камера хотя бы немного передает всю эту красоту. И все в дымке. Просто вся территория гор в легкой дымке. Это нереально. Есть еще одна смотровая площадка ниже. Можно поближе рассмотреть утес «Три сестры». Смотровая площадка нависает над обрывом. Вот Юра говорит, сейчас постараемся спуститься туда. Что эта смотровая площадка, она прям нависает над обрывом. Так что сейчас мы туда будем спускаться.
Боже, как это красиво. Так, на территории смотровой площадки дежурит карета скорой помощи, потому что место достаточно опасное, наверное, потому что находится на самом краю огромного каньона и высота сумасшедшая. В общем, дежурит скорая помощь. Здесь все очень организовано. Ну и опять же погода. В Австралии сейчас очень жарко, поэтому, возможно, тепловые удары, повышение давления, наверное, поэтому карета здесь дежурит весь день. Так, сейчас... Пытаемся найти место, где запустить дрон. Да, сейчас мы хотим найти место. Мы уже с первой смотровой площадки, которая находится на самом верхнем уровне, мы увидели, что внизу есть площадка, и на ней нет людей. Вот сейчас мы пытаемся ее найти, чтобы запустить дрон и сделать съемку с дрона. Такая дорожка непротоптанная. Стремно, конечно, маршировать тут по этой природе. Я до сих пор привыкаю. Мне все кажется, что может сейчас выползти змейка какая-нибудь или паучок. В общем, волнуюсь я. На самом деле природа, конечно, сумасшедшая. И очень удивляет и вызывает такое огромное уважение. Все-таки насколько трепетно жители Австралии относятся к природе. Здесь следят за каждой травинкой. И не дай бог, это какой-то особый вид. Они сразу же делают акцент на этом, чтобы, не дай бог, никто не наступил, не растоптал эту травочку или цветочек. Также здесь, сейчас я наведу камеру на себя, также здесь очень трепетно относятся к всем ползучим, к змеям. Ни в коем случае здесь нельзя убить змею. Даже если, не дай бог, змея заползла к вам в дом, к вам во двор, то вызывается специальная служба, которая приезжает и очень аккуратно берет змею и выпускает ее в ее среду обитания, чтобы ни в коем случае не принести змее какие-либо увечья. В общем, здесь все с этим очень серьезно. Ой, мухи. Мухи. Сейчас тут какой-то покажу вам памятник. И не знаю, почему здесь вот эта змея. Может быть, предупреждение о том, что здесь могут быть змеи, что это для них комфортная среда обитания. Но будем надеяться, что мне она не попадется, потому что боюсь просто безумно. Так, Юра уже достает дрон, готовит его к запуску. Боже, как это красиво! Ну и сейчас вам снимем такие сумасшедшие кадры. Ребятки, ждем от вас кучу лайков. О, вау. Посмотрите, какая здесь высота. Посмотрите, какая здесь вообще просто такое величие. Вот отсюда можно рассмотреть смотровые площадки. Вот они находятся на разных уровнях. Так, ну что, мы готовимся ко взлету. Сейчас сделаем запуск дрона для супер крутой съемки. Пока еще на этой площадке нет людей, никто еще не спустился сюда, мы сможем комфортно снимать.
чтобы никто не мешал нам и никому не мешали мы. Все, полетели. Голубые горы – это национальный парк, расположенный в Новом Южном Уэльсе, неподалеку от Сиднея. В общепринятом смысле это не совсем горы. Самая высокая точка – гора Виктория, высотой 1300 метров над уровнем моря. И весь остальной ландшафт – это утесы, зеленые долины с реками и озерами. Эта местность получила свое название благодаря эвкалиптовым лесам, которые образуют сизоватую дымку, постоянно парящую над землей. Всего здесь растет более 90 видов эвкалиптов, большинство из которых уникальные. Поэтому и воздух здесь особенный, насыщенный эфирными маслами и очень полезный для дыхательных путей. Об образовании скалы Три Сестры существуют две легенды. Первая из них гласит, что в долине Джемисон жило племя Катумба, и было в этом племени 3 сестры. Однажды влюбились они в 3 братьев из соседнего племени, но законы племени не позволили им пожениться. Тогда юноши выкрали сестер, и началась между племенами кровавая битва. А шаман Катумбы обратил девушек в скалы, чтобы им никто и никогда не смог причинить вред. Но погиб в том бою шаман. Битва окончилась, а расколдовать сестер обратно так никто и не смог. Эта легенда выдается за подлинный фольклор аборигенов. Однако существует еще одна легенда, в которой сестер заколдовал отец-шаман, чтобы уберечь их от чудовища. После чудовище начало гнаться за шаманом, и тот, спасаясь, обратился в птицу Лиру, но при этом потерял свою волшебную кость, без которой он так и не смог вернуть своим дочерям человеческий облик. Ребята, вы посмотрите, кого мы тут нашли. Боже, насколько здесь живая природа. Сидит, кушает попугайчик. И совсем не боится людей. Он сидит прямо на выходе из смотровой площадки. Посмотрите, какой красивый. Привет, дружок. Так, друзья, сейчас мы спускаемся на смотровую площадку, которая нависает прямо над обрывом. И отсюда открывается шикарный вид на Три Сестры. Еще посмотрим с этого ракурса. Мы обошли все смотровые площадки. Из каждой смотровой площадки открываются просто фантастические виды. Здесь настолько волшебное место, что невозможно оторваться и невозможно насладиться всей этой красотой. Так что, ребят, если вы находитесь недалеко от Сиднея или на территории Нового Южного Уэльса, я искренне рекомендую вам сюда приехать. Здесь просто божественные виды. Так что приезжайте и посмотрите на такую красоту своими глазами. Так, нашли здесь небольшой минус. Это то, что все туалеты, которые на территории смотровой площадки Голубых гор, они просто закрыты. Так что это, конечно, большое неудобство. Вот так. И что еще хочу сказать, это то, что, наверное, как и во всех туристических местах, здесь огромная проблема с парковкой. Сегодня мы приехали в будний день,
мы смогли припарковаться достаточно недалеко. Но я думаю, что если вы приедете сюда в выходной день, то вы просто, наверное, не сможете припарковать машину в ближайшие 2 километра, это точно. Так что будьте к этому готовы. Сейчас мы выходим из смотровых площадок и пройдемся по аллее. Здесь есть ряд магазинов и кафешек. Так что здесь можно не только насладиться красивыми видами, но, я думаю, еще можно вкусно покушать. Вот такие бары. Сейчас мы не голодны, поэтому я просто сниму для вас. Заходить, кушать, но не будем. Вот даже есть маленький торговый центр. Нужно еще и купить сувениры, скорее всего, я думаю. Так, автобусная остановка. Вот есть одна парковка. Есть платная парковка, но она постоянно занята. И попасть. Говорит, что это платная парковка, но, скорее всего, в праздничные выходные дни она занята очень быстро, поэтому попасть невозможно, все паркуются вот у обочины. И сейчас здесь немного машин. Так, мы идем к своей машине. Ребят, сейчас едем на водопад, который тоже находится недалеко от смотровых площадок. Сейчас попробуем найти еще одно красивое место, хотя здесь куда ни посмотри, везде красота. Так, мы на месте, ищем парковку. Так. Сейчас мы где-нибудь припаркуемся. И пойдем искать водопад. Поверните направо. Затем вы прибудете в пункт назначения. Так, дубль 2 в поисках водопада. Первая тропинка привела нас на смотровую площадку. И открылись тоже очень красивые виды. Вот еще одна смотровая, но сюда мы заглядывать не будем. Там мы уже все видели. Хочется найти теперь водопад. Поэтому идем на поиски. Очень круто, что все, что мы рассматриваем, все находится в природе. То есть, полностью погружаешься в эту атмосферу, в это все, никаких заборов, максимум ступеньки сделаны руками человека, тоже для удобства. А так все среди природы. Да еще и среди какой красивой природы. Так, еще какой-то спуск. Не знаю. Давай, что написано? Ну, лукаут, это, я думаю, какая-то все-таки смотровая площадка. Вот тут такой камень, смотрите. Прям. Да, вот, Лаура, Леора. Мы его уже слышали. Юр, сюда, Юр, сюда. В смысле? Вот. Направо? Да. Друзья, мы его уже слышим. Где-то рядом. Да. Главное, чтобы это опять был не шум деревьев. Посмотрите. Супер.
Тоже еще один турист. Так. Ага, тут уже мостик. Не знаю, честно говоря, что услышал Юра. Я пока не слышу. На карте было написано 15-30 минут пути. Угу. В общем, нам нужно пройти 15 минут примерно от того места, на котором мы подумали, что это водопад. Посмотрите, какая тропа. Мы прям погружаемся в рощи папоротника и эвкалиптов. Так, ну погнали, погнали. Зато здесь такая приятная прохлада. Потому что на улице реально жарко. Очень жарко, невыносимо. А здесь даже влажно. Так, ну идем. Ну, значит, где-то близко уже вода. Уже такая атмосфера. Прям вообще круто. Испугался? Корень. Корень, да? А думал змейка, да? Да, здесь 100% погружение в заросли австралийские. Да, много здесь туристов. Да, Юра говорит, что он очень рад, что мы здесь не одни. Конечно, здесь туристов можно найти со всего мира. Потому что Голубые горы — это одно из самых желанных мест для посещения у туристов. Так, еще раз напомню, что мы находимся на территории Нового Южного Уэльса, Blue Mountains, они же Голубые горы, которые находятся в городе Катумба. И сейчас мы спускаемся все ниже и ниже в поисках водопадов. Кстати, здесь должен быть не один водопад, здесь 2 или 3 водопада. Но это о которых мы знаем, может быть даже еще больше. Ну, в общем, пока хотим найти хотя бы один. Как бы мне хотелось, чтобы камера передавала максимально все, что мы видим. Смотрите. Да, уже слышу я голоса. Журчит водичка отовсюду, где-то рядом. В общем, мы все ниже и ниже спускаемся. Как мы будем подниматься вверх, я не знаю. Потому что это будет гораздо сложнее. И спуск становится все круче и круче. Смотрите. Так. В общем, мы спускаемся вниз. А навстречу нам уже поднимается достаточно много людей. В общем, и видно, что они прилагают большие усилия для того, чтобы подняться. Но я уже понимаю, что это будет сложно. Смотрите. Все круче и круче. Лестничка. Только папоротников, и каждый разный вид. Ребят, смотрите. Вот это уже другой папоротник. Видите? Смотрите. Вот. 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 Каждый разные листочки.
Ну, погнали. Короче, вот так выглядит этот спуск. Насколько здесь все живая природа. Это дерево, видно, упало во время сильного ветра и просто перегородило дорогу. Я надеюсь вообще, что тут можно ходить. Но там слышны голоса людей. Поэтому так. Да, люди ходят. Мы уже где-то близко. Так. Спускаемся. Смотрите, какие крутые спуски. И так вот последний отрезок дороги выглядит именно так. Вот так. Посмотрите. В общем, я снимаю только дорогу к водопаду. Обратную дорогу я снимать не буду. Боже мой. Это восторг. Посмотрите. Просто красиво. Но если бы мы поехали с детьми сегодня, мы бы просто не добрались сюда. Так. Уже со всех сторон слышны звуки воды. Так. Все ниже и ниже. Надеюсь, оно того стоит. Обувь, конечно, мне явно не для похода. Но мы даже не могли себе представить, что мы попадем в такое место. Надеюсь, это стоило того. Да, я уже сказала об этом. Нет, но в любом случае все, что мы увидели, уже... О, класс. Я специально снимаю всю дорогу, чтобы вы вместе с нами могли увидеть первоначальную картинку. То, что увидим мы, когда доберемся. Какая здесь красота, я уже вижу. Боже мой, ребята. Ну это стоило того. Это фантастика. Это фантастика. У меня мурашки по коже просто. У людей даже здесь мини-пикник с детками. Боже мой, бедные детки, как они будут подниматься. Ребят. Вот она. Вот она красота. Просто. Просто волшебно. Так, люди кушают. Да. Юр, как ты думаешь, сколько времени займет у нас дорога обратно?
Думаю, минут 40. Я буду ползти. Ребят, ну это бомба. На самом деле я переживаю за Катю. Возможно, Всё мне будет придется хорошо. нести ее на плечах. Я сейчас заряжусь этой сумасшедшей энергетикой, всей этой красотой. Это нереально. Ребят, приезжайте, кто рядом, действительно приезжайте. А всем, кто будет смотреть нас через экран, мы посылаем просто частичку этой энергетики, которая здесь. Это волшебно. Ребят, мы уже поднимаемся вверх. Я хочу сказать, что это настолько тяжело, насколько красиво. Просто мы прошли полпути, может и меньше, подъема наверх. Я уже сижу, просто еще и жарко, и мало воздуха. Фух, я не знаю, хватит мне сил подняться. В общем, делаем остановки, поднимаемся вверх. Я уже не могу. Катя, мы это сделали. Very good, very well. Все, мы добрались до озера. Заехали в кафешку придорожную. Купили какие-то рисово-овощные наггетсы со свекольным соусом. И взяли 2 смузи. У меня ягодно-банановый, у Юры бананово-шоколадный. За все мы заплатили $37. Так что сейчас найдем местечко и будем пробовать. На машине мы проехать не можем, потому что там шлагбаум. И, наверное, здесь зона больше для отдыхающих, которые поселяются здесь в номерах. Ну, так как мы номер не снимали, просто приехали посмотреть. В общем, мы припарковались и сейчас пойдем покушаем. В общем, очередное классное место в копилочку. Отличное место для отдыха с детьми. Игровая площадка, беседки с плитами, чтобы можно было готовить еду. Ну и, конечно, озеро. Озеро среди холмов.
зелени. Ну, в общем, круто. Сейчас посмотрим, какая тут водичка. Сейчас хочу попробовать воду. Потому что мы живем возле океана. И до этого мы купались только в океане. В океане вода достаточно прохладная. Ну, хорошая, класс. Классная водичка. Что мы с Юрой решили, что мы обязательно сюда приедем с детьми. Снимем здесь номер. В общем, классно. Много полянок, где можно сделать пикник. Также люди приезжают с палатками. Разбивают там целые палаточные городки. Если видите, вон там возле берега целый городок палаточный. Ну и кто привозит с собой яхты, катера, лодки. Может быть, даже здесь и крутая рыбалка. В общем, классное место. Еще смотрите, как поменялась погода. Как быстро это здесь происходит. До обеда было просто на небе не облачко. Буквально за полчаса небо затянуло тучами. И, скорее всего, будет дождь, потому что темные прям тучки такие. Но все равно классно. Сейчас хотя бы не так жарко. Мы уже, конечно, немножко устали. Сегодня такой большой день. Мы побывали в таких классных местах. Но это такое классное, приятное ощущение. И просто в очередной раз я убеждена, что Австралия не перестает нас удивлять и радовать классными, красивыми местами. Так, на территории этого озера есть вот такой стенд, название. Вот вам сниму поближе. И карта местности. Посмотрите, какая огромная территория. Мы находимся вот здесь. И дальше парк. Да, даже кенгуру есть. Смотрите. Супер. Не уверена, что мы сейчас обойдем всю территорию, но это замечательный повод, чтобы вернуться сюда опять и провести здесь больше времени. Мы вообще сюда попали случайно. Мы просто с дороги увидели это озеро, и стало интересно посмотреть поближе, что здесь интересного. А оказалось очень классно и круто.
Друзья, все, мы сегодня выполнили свою миссию, сняли очень много красивых мест. Я надеюсь, наше видео вам понравится и будет для вас полезным, информативным. Погода резко поменялась. Если вам видно, то с той стороны небо затянуло черными тучами. Сейчас уже пойдет дождь, и нам пора возвращаться домой. Так что смотрите наши видео, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать их в комментариях, мы с радостью ответим. Подписывайтесь на наш канал, будет много интересного. Всем пока-пока!